Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в этом эпизоде вас ожидает ремейк обзора педали Tilt Overdrive от компании Rev. Поехали! Дело в том, что на момент съемки первой версии обзора у меня не было технической возможности записать звук на должном уровне. А теперь ситуация поменялась, и я решил обновить видео, чтобы отдать должное фантастическому, на мой взгляд, звучанию перегруза. Сегодня, как и всегда, я использую чистый канал Mesa Boogie Mark III, подключен усилитель к кабинету Mesa White Body с динамиком Celestion Black Shadow. А звук кабинета снимается двумя микрофонами, динамическим Sennheiser E906 и ленточным Sontronics Delta 2. А в качестве аудиоинтерфейса я использую SSL12 от Solid State Logic. Также хочу отметить, что педаль в данном обзоре куплена мной лично, что, на мой взгляд, является лучшим подтверждением сказанного в первом ролике о том, насколько мне понравился данный перегруз. Итак, Tilt Overdrive появился в результате сотрудничества канадской компании Rev и сессионного гитариста и ютубера Шона Тапса. На разработку был потрачен год, и за это время было создано аж 10 прототипов, которые тестировались не только самим Шоном, но и профессиональными гитаристами и звукорежиссерами из его окружения. Базово Tilt Overdrive — это педаль 2 в 1, Overdrive плюс бустер. Но что действительно делает ее особенной, так это уникальный схематик каждой из секций, основанных на представлениях Шона об идеальной паре Overdrive плюс бустер. На мой взгляд, это самое важное, что нужно знать об этой педали, поэтому постараюсь раскрыть этот тезис чуть более подробно. Как правило, подобные 2 в 1 перегрузы основаны на классических схемах, о которых мы говорили в эпизоде «Грязевые педали». Чаще всего это будут Blues Breaker или JCM 800 плюс Tube Screamer или клон, или что-то подобное. А в случае с Tilt Overdrive обе схемы были разработаны с нуля, и далее предлагаю разобрать их по косточкам. Секция овердрайва задумана как максимально отзывчивый усилителеподобный перегруз. И по словам Шона, Tilt не является очередным amp in a box, основанным на определенной модели. Это скорее сплав звучания его любимых одноканальных усилителей. Цитата: «Все начиная с маленького Tweed Champ и заканчивая высокомощными Tweed Twin, Marshall Plexi, JTM и JCM». Не менее оригинальную интерпретацию буста предлагает вторая сторона педали. В нее входят 12 дБ клин буста, эквалайзер Tilt EQ, который при повороте ручки одновременно усиливает одну и срезает другую часть спектра, и переключатель Tight, который позволяет срезать басы. Большое внимание было уделено эквализации с целью получения максимально готового к записи звучания, которое практически не требует постобработки.
Я не поленился сделать несколько АБ-тестов с разными Amp in a Box педалями, которые призваны звучать как перечисленные выше усилители. И действительно, сказать, что Tilt похож на одну педаль больше остальных, было бы ошибкой, и в то же время в его характере определенно присутствуют оттенки звучания всех этих усилителей, что делает перегруз действительно уникальным. Далее предлагаю послушать, как секция овердрайва будет звучать с другими перегрузами. И подводя итоги, отмечу, что Tilt Overdrive — это определенно одна из лучших новинок 2022 года и точно заслуживает внимания любителей low и medium гейна. Отдельно стоит отметить динамику перегруза. Он очень отзывчивый, и даже при высоких значениях гейна звук прекрасно чистится смягчением атаки либо ручкой громкости на гитаре. Также хочу отметить элегантный дизайн педали. Все очень лаконично, просто, но со вкусом. А чтобы узнать, подходит ли такой перегруз именно вам, обязательно найдите возможность попробовать его вживую. Оно того стоит. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Также вы можете задать их в нашем телеграм-канале, приглашаю подписаться. Спасибо всем, кто посмотрел ролик до конца, и до новых встреч в кривом эфире. Пока!